успешно сдать ЕГЭ не на основе знаний курса нельзя. И если это онлайн-образование, то это все равно должен быть диалог, так, чтобы вы видели преподавателя, ну, хотя бы на экране. Что касается репетиторства от вчерашнего студента, я бы не рисковал. Ну, наше замечательное ЕГЭ, оно, по-моему, знаний вообще не предполагает. Это не так. Я твердо могу сказать, что успешно сдать ЕГЭ не на основе знаний курса нельзя. Вот так вот. Я всегда плохо относился к этому экзамену как к способу проверки знаний. Экзамен стал лучше. Из него убрали, например, угадайку. Вот эту первую часть А, так называемую. 4 ответа ткни наугад. Это убрано. Там появились некоторые вполне аналитические задания. Конечно, он остался очень формализованным. Но проблема сегодня его не в том, что плохие вопросы, а в том, что чрезмерно жесткие критерии оценки ответов, чрезмерно формализованы. Причем это касается в первую очередь именно творческой части. Вот сегодня главная проблема там. Но сдать успешно ЕГЭ, не зная, как следует курса истории, задача нереализуемая. Как вы думаете, обучение без контакта с педагогом вообще возможно? Видите ли, контакт с педагогом – это вещь не такая однозначная. Потому что, конечно, вот мне представляется, что лучше всего, когда ты с учеником вот рядом за столом. Но я уже сказал, что есть люди, которые не могут такой вариант себе позволить, просто потому что у них нет возможности с такими преподавателями непосредственно встретиться. Для них онлайн-образование – это выход. Но выход, я повторяю, рискованный. И если это онлайн-образование, то это все равно должен быть диалог, так, чтобы вы видели преподавателя, ну, хотя бы на экране. Мне кажется, что мода на онлайн-образование еще объясняется некоторыми целенаправленными усилиями органов образования. Ну, например, развитием той же российской, как она называется, господи, российская электронная школа, РЭШ, где уроки заменяются роликами, где вот стоит человек, учитель, и читает лекцию, обращаясь вроде бы к аудитории. Но дело в том, что лекция и учебное занятие – это разные вещи. Я сам читал онлайн лекции, обращаясь прежде всего к учителям, но это совсем другой жанр. Потому что одно дело, когда ты видишь аудиторию перед собой, чувствуешь ее реакцию, реагируешь на эту реакцию, вступаешь с ней в диалог, это называется инструментовка урока или лекции. Другая ситуация, когда ты разговариваешь с камерой. Ну, я вот себя, например, поймал на том, что когда я разговариваю с камерой, у меня взгляд зачастую идет мимо. Но даже если человек к этому, так сказать, приучается, все равно он говорит с неизвестной ему аудиторией. Это разговор вообще. Это такая лекция в пространство. Учебным занятием это в полной мере не является. Поэтому, когда вы сидите, ну, скажем, по разные стороны экрана в скайпе или в каких-то других современных мессенджерах, которые позволяют видео, это один разговор. А когда вы просто посылаете человеку ролики со своими выступлениями и задания учебные, это совершенно другой разговор, и это, мне кажется, неэффективно будет. В последние несколько месяцев очень известный московский учитель Тамара Натановна Идельман стал снимать различные онлайн-лекции. Ну, такие вот ролики на Ютубе. Но это совсем другой разговор. Это просветительская деятельность, а не учебная. Это две разные деятельности. Понимаете, вот я, когда читаю лекции в Екатеринбурге, ну, уже 4-й год у меня там идут такие публичные лекции,
это тоже другая деятельность, она просветительская, но не учебная. Лекция не совсем не равна, так сказать, подготовке к экзамену целенаправленной. А вот этот юноша, который организовал школу, он, насколько я понимаю, занимался подготовкой молодых людей для поступления в вузы. Да. А У него там есть и подготовка к ЕГЭ, и подготовка к ОГЭ. Я детально его занятий не знаю, потому что там надо получать какой-то был пароль, доступ. Естественно, я во все это углубляться не стал. Понимаете, я совсем, кстати, не исключаю, что какие-то вещи он мог делать качественно. Судя по отзыву этой девушки, качественно там были только некоторые эпизоды. Но меня возмутило другое. Понимаете, если человек присваивает себе несуществующие заслуги и награды, которыми он точно не обладает, если он присваивает себе несуществующий уровень образования, если он вводит людей в заблуждение о месте собственной работы, то полагаться на то, что он будет услуги предоставлять честно и качественно, мне кажется, это было бы по меньшей мере наивно. очень большой самоуверенностью и очень большим кредитом доверия. Согласна. Я хотела уточнить по поводу вот таких юношей, которые поступают в институты. Они же достаточно часто выступают в качестве репетиторов для тех, кто собирается поступать. Вы знаете, такого опыта у меня нет, такого знакомства с этим опытом. У меня есть другой опыт. Я знаю нескольких мальчиков, в том числе это были мальчики в нашей школе, которые успешно преодолели барьер Всероссийской Олимпиады и помогали младшим товарищам, я не знаю, платно, бесплатно, я никогда этим не интересовался, но помогали младшим своим одношкольникам к Олимпиаде готовиться. Это совсем другой разговор. У меня был молодой человек, который стал призером заключительного этапа ВСЕРСа. Я знаю, что некоторые технологические вещи по поводу этой Олимпиады ему объяснял парень на год или на 2 старше, который в свое время на этой Олимпиаде победил. Но он его все-таки не обучал. Он ему объяснял некоторые технологические вещи, связанные с выполнением задания Олимпиады. Обучал его, извините, я в школе. Что касается репетиторства от вчерашнего студента, то есть не от вчерашнего абитуриента. Сегодня он поступил на первый курс, а завтра готовит к вступительным экзаменам. Вы знаете, я бы не рисковал. Конечно, всякое возможно. Я работаю в школе давно. Я работаю 40-й год. У меня за эти годы был мальчик, который, если бы захотел выступать в этой роли, то знаниями он обладал бы вот в этот момент более обширными, чем, наверное, большинство учителей. Потрясающими знаниями обладал. Когда он ко мне пришел в 8 класс, я обнаружил, что он спокойно читает книги, которые я читал в курсе на 4. Но мальчик такой был один, у меня за 40 лет. Один. За 40 лет. И этот мальчик гений. Вот я могу это сказать совершенно открыто. Сейчас мальчик заканчивает историческое образование в высшей школе экономики. Он гений. Я таких детей больше не видел никогда. Хотя у нас были дети другие, которые побеждали на Всероссийской Олимпиаде в нашей школе. Гении встречаются, но правилом они не являются. И то, я, кстати, не знаю, смог ли бы он выступать в качестве репетитора, потому что помимо знаний, там нужны определенные, так сказать, педагогические умения, нужно понимать, на что обратить внимание. А когда я молодого человека этого вызывал, на уроке в школе, я мог его не вызывать, оставить ему 5 за год 1 сентября. От этого ничего не изменилось. Но поскольку формально вызывать его надо, я вызывал. И каждый раз во время его ответа, секунд через 40, я ему говорил: а теперь еще раз, с самого начала. И так, чтобы тебя в классе понимал кто-нибудь, кроме меня. Потому что он парил настолько высоко,
что я как-то ребятам сказал, говорю, вы только не обижайтесь, но там, где вы все заканчиваетесь, он еще даже не начинается. И это тоже создает определенную сложность для такого человека в обучении. Потому что, понимаете, знание – это еще не все. Знания дает институт, ну, а гении добывают их сами, без всякого института. А, так сказать, педагогические приемы никакой институт не дает, никакая методика и педагогика их не дают. Они даются опытом. Спасибо. Не за что.